Голландский пляж под Роттердамом. Песок сюда намыли со дна Северного моря, и вместе с песком на берег легли костяные наконечники с зубцами. Их собирают здесь сотнями. В 2021 году 10 таких наконечников отдали в лабораторию, чтобы по белку определить, из кого они сделаны. 7 оказались из благородного оленя, 2 – из кости человека. Человеческая кость для оружия хуже оленьей. Она мягче, хуже держит зубец и ломается на ударе, и любой охотник каменного века знал это лучше нас. Значит, кто-то выбирал ее сознательно, имея под рукой оленей рог. Люди, которые это делали, жили не на берегу. Ив земля лежит сегодня под водой между Англией и Данией. Равнина размером с Великобританию, где были реки, дубовые леса и стоянки. Зачем? Науке неизвестно до сих пор. Чья это была кость, врага или родственника, определить нельзя. И, скорее всего, уже не удастся, потому что единственное место, где лежит ответ, каждый год перепахивают траулеры, а находки выносят на пляж вместе с песком, без слоя, без контекста и без имени. Прежде чем мы спустимся туда, короткая просьба, и она честная. То, что вы сейчас увидите, не проходят в школе и почти не показывают по телевизору. Про эту страну нет ни одного крупного фильма. Поставьте лайк. Для такого материала это единственный способ выбраться из тени. Подпишитесь, если хотите досмотреть до конца. И напишите в комментариях одно слово. Как думаете, из чьей кости они сделали то оружие? К концу у вас будет своя версия. Невозможная. Первое. Страны, где жили эти люди, нет ни на одной карте мира. Сентябрь 1931 года. Северное море. 35 миль к востоку от плавучего маяка Хэпписбург. Траулер «Калинда», шкипер «Пилгрим Локвуд». Сеть приходит тяжелая, но вместо рыбы на палубу вываливается глыба черного торфа с глубины 36 метров. Рыбаки называют такие куски мурлогом и знают их десятилетиями. Липкая черная масса, пахнет гнилью, забивают сети. Локвуд берет лопату, чтобы разбить глыбу и сбросить за борт. Лопата ударяется обо что-то твердое. Локвуд потом описывал это так. «Слышу. Лопата обо что-то ударилась. Подумал, сталь. Я вытер его и увидел предмет совершенно черный. В торфе лежало острие из оленьего рога длиной 22 сантиметра, с рядом косых зубцов по одному краю. Сделанное человеком. 29 февраля 1932 года врач из Лоустофта Мьюер Эванс показывает эту находку на собрании археологов в Норридже. Заметку об этом печатает журнал Nature. Кембриджский археолог Майлз Бёркетт смотрит на зубцы и говорит: «Это маглемозе, ранний мезолит». То есть человек, который вырезал это острие, сидел где-то посреди нынешнего Северного моря. Стоит понимать, что такое мурлок в руках. Кусок со дна гладкий, темный и мокрый, тяжелее, чем кажется. Через несколько недель на воздухе он высыхает, и проступает волокнистая структура торфа. Поверхность покрывается белым налетом соли, а внутри обнаруживаются ходы морских двустворок толщиной с палец. Пахнет землей и гнилью. Рыбаки Норфолка вытаскивали такие глыбы полвека и выбрасывали за борт как мусор, который рвет сети. Официальная позиция науки на тот момент была простая. Море всегда было морем. Кости мамонтов, которые траулеры поднимали десятилетиями, объясняли течениями и льдами, принесло с берега. Единственный, кто говорил иначе, к тому моменту уже умер. Геолог Клемент Рид, член Королевского общества, в 1913 году издал книжку ценой в 1 шиллинг под названием «Затопленные леса». Там написано прямым текстом: Доггер-Банка была северным краем огромной равнины, занимавшей юг нынешнего Северного моря и тянувшейся до Голландии и Дании. Рид выпрашивал у рыбаков куски мурлога, которые те выбрасывали как мусор, вываривал их дома в крепком растворе соды по 3-4 дня и просеивал остаток. В осадке оказывались мхи, ива, орешник, семена болотных растений и почти ни одной морской формы. Вывод он записал конкретно: середина огромного болота. И тут же объяснил, почему его никто не слушает. Цитата, которую сегодня ставят эпиграфом ко всей этой истории.
Археолог склонен сказать, что это епархия геологии, а геолог замечает, что это слишком современно, чтобы заслуживать его внимания. Тупик. У науки есть предмет, сделанный человеком, есть торф с пресной водой, есть кости мамонтов, и нет никакой возможности посмотреть, что там внизу. Дно закрыто 40 метрами мутной воды, а под водой сотни тысяч квадратных километров. Так продолжалось 70 лет. Развязка пришла оттуда, откуда ее никто не ждал – из нефтяной разведки. В 2001-м археолог Винс Гэфни и его аспирант Саймон Фич сообразили, что нефтегазовые компании десятилетиями просвечивают дно Северного моря трехмерной сейсмикой в поисках газа. Прибор бьет звуком в грунт и рисует разрез на сотни метров вглубь. Для геолога это карта пластов. Для археолога – карта поверхности, по которой ходили люди. Проблема была одна, и Гэфни формулирует ее честно. Вопрос был в том, какая нефтегазовая компания вообще станет с нами разговаривать. Он же описывает, как они выглядели со стороны. Мы кучка археологов-никто, которые приходят и говорят: «Мы ищем землю, которую никто никогда не видел». Норвежская компания Petroleum Geoservices отдала данные бесплатно. Сначала 6 тысяч квадратных километров, потом еще 19. 25 тысяч квадратных километров съемки, собранные из более чем 60 отдельных сканирований, принадлежавших 2 десяткам владельцев. Для сравнения, самая большая археологическая геофизика Британии до этого, работа того же Гэфни вокруг Стоунхенджа, меньше 15 квадратных километров. Представьте, что вам всю жизнь разрешали смотреть на город через замочную скважину, а потом отдали снимки со спутника. Примерно это и произошло. Из данных, снятых ради газа, проступила страна. 1600 километров речных русел, 24 озера и болотных массива, 10 эстуариев, 690 километров береговой линии, огромный залив к югу от Доггер-Банки, который сегодня называют Outer Silver Pit. К 2025 году в Брэдфорде отчитались о картировании 188 тысяч квадратных километров затопленного ландшафта. Это площадь Англии и Шотландии вместе взятых. Самый подробный план потерянной страны в мире. При этом раскопано там практически ничего. За все годы работы известен ровно один предмет, найденный не случайно, а прицельно. В 2019-м на палеорусле, которое археологи назвали Южной рекой, с глубины около 30 метров подняли обломок отбойника, камня, которым бьют по кремню. Саймон Фич сказал о нем коротко: «Край отбойника, первая находка из Северного моря, добытая направленным поиском». Один камень за 20 лет. Все остальное, что лежит в музеях, вытащили траулеры и земснаряды, вслепую. И горькая ирония. Землю, которую утопило море, нашли по снимкам, сделанным ради Коплева, от сжигания которого это море сегодня поднимается. Кстати, имени у страны все это время не было. Слово «Доггерленд» придумала британский археолог Брайани Коулс только в 1998 году, через 66 лет после находки Локвуда. И придумала со скандальной для того времени мыслью. Это была не дорога между землями, а земля, на которой жили. Оставалось только одно. Гэфни говорит об этом так: «У нас был ландшафт, у нас была динамика, у нас была растительность. Потерялись люди. Карта была. Доказательств, что на этой земле можно жить, не было. Невозможное второе. Там, где по всем расчетам лежала мертвая тундра, рос дубовый лес. Палуба научного судна, южная часть Северного моря. Из трубы вибрационного бура выдвигают керн, колонку донного грунта в человеческий рост. Она холодная. Температура на дне сахара Норс-моря круглый год около 4 градусов. И Робин Аллаби, генетик из Ворикского университета, объясняет, почему это важно. Дно моря – это, по сути, постоянные 4 градуса, более-менее холодильник, что идеально для сохранения органики. До недавнего времени картину прошлого здесь читали по пыльце. Метод старый и надежный. Пыльца сохраняется в торфе, у каждого растения она своя.
По пыльце выходило, что 16 тысяч лет назад юг Догерленда – это тундра. Голая земля, мох, карликовая береза, ветер. Ледник ушел недалеко. Жить тут нечем. Тупик был в том, что пыльца показывает только то, что цвело обильно и рядом. Дерево, растущее в защищенной долине в 10 километрах, в такой картине не появится вовсе. Наука работала с материалом, у которого дырявое зрение, и знала об этом. Ответ снова пришел из чужой области, из молекулярной генетики. Весной 2026 года в журнале «Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки» выходит работа о Лаби и Гефни. Они читают не пыльцу и не кости, а дезоксирибонуклеиновую кислоту, оставшуюся прямо в грунте. Все живое сыплет в почву кожу, листья, помет, и молекулы лежат там тысячелетиями. 252 пробы из 41 морского керна вдоль русла палеореки. Аллаби говорит: «Насколько я знаю, это крупнейшее исследование донной дезоксирибонуклеиновой кислоты из когда-либо сделанных». В грунте оказались дуб, вяз, лещина. Липа, примерно на 2000 лет раньше самой ранней даты, известной для Британии. И звери. Мы получили свидетельства кабанов, оленей, медведей, туров. Отдельно там нашлась птерокария, дерево из семейства ореховых, которое, как считалось, исчезло из северо-западной Европы 400 тысяч лет назад. Живое, в Догерленде. Формулировка «Аллаби» осторожная и от этого более неприятная. Это не чистая тундра. Здесь достаточно среды, чтобы поддерживать нечто похожее на лес. И следом. Наши знания, как выясняется, очень неточны. Это как искать книгу в пустой библиотеке и находить ее, взяв на анализ пыль с полок. Того, что искали, нет, а следы того, что там стояло, лежат прямо под пальцами. А люди тут появились задолго до дубовых лесов. В конце прошлого века земснаряд поднял с зеландских гряд в 15 километрах от голландского берега обломок лобной кости. Его нашел в отвале грунта коллекционер-любитель Люк Антонис. В 2009 году международная группа во главе с Жан-Жаком Юблином опубликовала описание. Это первый неандерталец Нидерландов и первый ископаемый гоминин, поднятый со дна моря. Молодой мужчина питался почти исключительно мясом. И одна деталь, из-за которой он перестает быть образцом и становится человеком. Прямо над мощным надбровным валиком в кости есть небольшая полость, след доброкачественной опухоли, которая росла у него под кожей. Он жил с шишкой на лбу, и никто до него такого у неандертальцев не видел. Голландцы дали ему имя Крейн. Всего со дна и с намывных пляжей продатировано больше 50 фрагментов человеческих костей. Больше 30 оказались мезолитическими, а один старше 13 тысяч лет. На некоторых видны порезы, следы обработки тела. Археологи трактуют это осторожно, как погребальную практику, а не как еду. И честно говорят, что доказать нельзя ни того, ни другого. Кости пришли без слоя, вперемешку с песком. Ирония в том, что учебники все эти годы называли Догерленд сухопутным мостом, дорогой, по которой люди прошли в Британию. Гефни отвечает на это одной фразой. Все называли это мостом, чем-то, что переводят туда и обратно, но на мостах не живут. Сегодня из Северного моря известно около 1000 костяных и роговых наконечников. Одна из крупнейших групп находок европейского мезолита вообще. Только из района у Роттердама их больше 500. Хранитель доисторических коллекций музея в Лейдене Люк Амкройц описывает ситуацию так. У нас под водой лежит полностью нетронутый ландшафт с такой сохранностью, о которой на суше можно только мечтать. И тут же добавляет главную боль этой археологии. Мы пытаемся выжать все возможное из перемещенных находок, то есть из вещей, у которых отняли их место. И если там был лес, звери и люди, то остается вопрос, на который у всех есть готовый ответ. Куда они делись? Невозможное третье. Страну, которую якобы смыло за одну ночь, не смогла добить никакая ночь. 6200 лет до нашей эры – континентальный склон у берегов Норвегии. Кусок морского дна длиной в сотни километров
срывается и сползает в глубину. Оползень Старига – один из крупнейших известных на планете. Волна, которую он поднял, дошла до Шотландии и забросила морской песок далеко вглубь суши. Дальше в популярных пересказах идет эффектная картинка. Доггерленд стоял, люди сидели у костров, пришла волна, и страна исчезла за часы. Эту версию повторяли десятилетиями, и она звучит убедительно, потому что событие реальное, датированное и катастрофическое. Тупик обнаружился в скважине. В 2018 году в рамках европейского проекта Europe's Lost Frontiers бурили керны в затопленных руслах в 42 километрах от нынешнего английского берега. В одном из них, в спокойной слоистой толще ила, лежит прослойка, которая выбивается из всего остального. Обломочный материал, камни, битая ракушка, следы резкого перемешивания, след быстрой мощной воды. Возраст сходится со Старега, а выше этой прослойки снова идет обычный спокойный ил. Это значит, что вода ушла. Место не осталось под морем, оно продолжало жить своей медленной жизнью. Снова накапливался осадок, снова росла растительность. Отдельная странность обнаружилась, когда до находки Локвуда наконец добрались с современными методами. Торф, в котором лежало острие, датировали примерно 7,5 тысячами лет, а само острие – 13,5 тысячами. Предмет оказался на 6 тысяч лет старше Земли, в которой он лежал. Объяснение прозаичное и от этого тревожное. Море и реки перемывали этот ландшафт столько раз, что вещи и слои разъехались во времени. Мы поднимаем со дна не страницы, а обрывки, перетасованные водой. В декабре 2020-го группа Джеймса Уокера и Винса Гефни публикует это в журнале Antiquity и формулирует вывод так, что спорить трудно. Цунами Старега не было ни повсеместно катастрофическим, ни финальным затоплением для Доггер-Банки. Значительные территории могли пережить волну и дотянуть до неолита. Тогда что убило страну? Скучная вещь, у которой нет ни драматичного имени, ни даты. Уровень моря поднимался на считанные миллиметры в год. Человек этого не замечает. Но за поколение линия воды на равнине с уклоном в несколько сантиметров на километр уходит вглубь суши на километры. Дед охотился в лесу, отец ставил ловушки на болоте, внук ловил рыбу там же. Похоже на то, как исчезают деньги на карте. Не одной крупной тратой, а сотней мелких, каждая из которых незаметна. И вот горькая правда этого сюжета. Мы помним катастрофу, потому что у нее есть имя, и не замечаем процесс, потому что имени у него нет. А убил процесс. Здесь остановимся на 10 секунд. Если вы дошли до этого места, вы уже знаете про Доггерленд больше, чем 99% людей, включая тех, кто живет на его берегах. Поставьте лайк. Этим вы вытаскиваете ролик из безвестности, ровно как эту страну вытаскивают из грунта. И подпишитесь. Дальше самая неприятная часть, где выяснится, что все это уничтожают прямо сейчас, и никто не нарушает закон. Невозможное четвертое. Целую страну можно перепахивать каждый год и продавать по костям, не совершив при этом ни одного правонарушения. Северное море, любой рабочий день. По дну идет бим-траулер. Перед сетью волочатся цепи щекотуны. Их задача поднять камбалу, которая лежит, зарывшись в грунт. Цепи входят в дно в среднем на 4 сантиметра. 4 сантиметра – это ровно та глубина, на которой лежат мезолитические поверхности Доггерленда, там, где их не прикрыло песком. На Браунбанке торф с остатками тростника залегает почти у самой поверхности дна, и его возраст – около 9000 лет. По данным исследования Международного совета по исследованию моря, след донного траления покрывает примерно 98% дна Северного моря на глубинах до 200 метров, а средняя интенсивность – больше одного прохода в год. То есть по стране, где лежат стоянки, орудия и человеческие кости, ежегодно проходит плуг. Еще недавно часть голландского флота ловила иначе – импульсным тралом, который вместо цепей бьет по грунту слабым током и входит в дно меньше, чем на 2 сантиметра. С 1 июля 2021 года
Евросоюз запретил импульсный лов из экологических соображений, и флот вернулся к цепям. То есть решение, принятое ради природы, ровно вдвое углубило борозду, которую техника оставляет в археологическом слое. Никто этого не считал. У археологии в этом вопросе нет голоса. Официальное объяснение, почему это допустимо, звучит юридически и оттого особенно спокойно. Первое. Конвенцию Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры об охране подводного культурного наследия, принятую в 2001 году, из стран Северного моря ратифицировали только Бельгия и Франция. Ни Великобритания, ни Нидерланды, ни Германия, ни Дания ее не подписали. Второе. В морском праве есть полоса, которая не покрыта охраной вообще, от 24 до 200 миль от берега. Ближе работают национальные законы, дальше действует режим международного района, а между – дыра. И именно в этой дыре целиком помещается Доггерленд. Третье, самое обидное. Голландский закон о наследии охраняет предметы, сделанные человеком, и только в национальных водах. Кость мамонта под это определение не подпадает. Поэтому нидерландская фирма совершенно законно торгует костями и бивнями со дна Северного моря с пометкой, что все добыто в соответствии с законом. И на аукционах эти лоты стоят рядом с минералами. Как это выглядит на практике, лучше всего показывают три случая. Ноябрь 2011-го. Судно с бортовым номером ОД-7 работает в судоходном канале у Роттердама. За 2 дня трала на палубу поднимают 30 рыбных ящиков костей, бивни минимум 11 мамонтов, шерстистые носороги, степные бизоны, лошади, большерогие олени, гиены. Материал разобрали на берегу, часть описал палеонтолог Дик Молл. Через месяц судно продали за границу. 2008 год. Гравий, добытый со дна в 13 километрах от Грейт-Ярмута, выгрузили на причал во Флиссингене, в Нидерландах. Коллекционер, который случайно там оказался, заметил в отвале 28 палеолитических рубил. 28 орудий, вырванных из земли ковшом драги и приехавших в другую страну в виде щебня. И самое масштабное. Порт Роттердама намыл новую территорию площадью около 2000 гектаров, взяв песок со дна с глубин до 40 метров. Вместе с песком на берег легли десятки тысяч находок. Сегодня главные раскопки Доггерленда – это голландские пляжи, по которым ходят люди с рюкзаками и смотрят под ноги. Тупик, и он честный. Количественных данных о том, какой ущерб тролление наносит именно археологическим слоям, не существует. Это признанная слепая зона. Так прямо и пишут в специальной литературе с 2009 года. Никто не измерял. Не потому, что прячут, а потому, что никто не обязан. Пару лет назад казалось, что что-то сдвинется. В июне 2025-го британское правительство объявило о планах запретить донное тролление в 41 морском заповеднике. Это 30 тысяч квадратных километров дополнительно. В сентябре того же года от сплошного запрета отказались, оставив точечные ограничения. Парламентский комитет по экологическому аудиту это раскритиковал. Тралы работают дальше. Твист здесь пришел не из науки, а из энергетики, и он двойной. На Доггербанке строится крупнейший в мире ветропарк почти на 5 гигаваттов. Свай сотни. Вокруг каждой сваи течение вымывает воронку шириной больше самой сваи. Вокруг парков устанавливают зоны безопасности, куда исследовательским судам входа нет, ни во время работы, ни после демонтажа. Группа Гэфни в 2024-м описала это прямым текстом. Меры по смягчению ущерба в большинстве случаев не смогли обнаружить и локализовать доисторическую археологию. А теперь вторая сторона. Те же самые компании перед стройкой обязаны просвечивать и бурить дно. И это единственный источник новых данных для археологов. Гэфни ставит именно на это. Это ограниченная во времени возможность понять один из последних великих, неисследованных обитаемых ландшафтов Земли. Получается положение, из которого нет чистого выхода. Страну стирает та же техника, которая ее показывает. И финальная деталь.
от которой все это становится совсем странным. Германия и Дания сегодня участвуют в исследовательском проекте по затопленным ландшафтам Северного моря с бюджетом больше 13 миллионов евро. То есть платят за изучение Догерленда. И они же не ратифицировали конвенцию, которая обязала бы их его охранять. Изучать интересно, защищать дорого. Соберем. Люди, которые вырезали зубцы на кости другого человека, жили на равнине с реками и дубовыми лесами. И эту равнину нашли по нефтяной сейсмике. Лес, которого по учебникам там быть не могло, прочитали по дезоксирибонуклеиновой кислоте, оставшейся в грязи. Волну, которая якобы стерла страну за ночь, нашли в скважине. И над ее следом лежит спокойный ил, доказывающий, что Земля выжила. Убило ее то, чего никто не замечал при жизни. А сегодня по ее поверхности каждый год проходит трал. И это законно, потому что юридически такой страны не существует. Теперь то, ради чего все это стоило рассказывать. Мы привыкли думать, что история человечества происходила на суше, и что археология – это раскоп в поле. Но в конце ледникового периода уровень моря был ниже почти на 120 метров, и обжитыми были именно те низины, которые сегодня под водой. Устья рек, мелководные заливы, болота с рыбой и птицей. Люди всегда селились у воды, а значит, все, что мы знаем о первых европейцах, собрано на окраинах их мира, на возвышенностях, которые случайно остались сушей. Центр под водой, и мы читаем историю по ее полям. И это касается вас лично, а не только людей каменного века. Сегодня на побережьях в зоне подъема моря живет больше миллиарда человек, и линия воды снова двигается на миллиметры в год. Те самые, которых никто не замечает. Догерленд ушел не за ночь. Он уходил 1000 лет, и каждый, кто на нем жил, был уверен, что просто немного не повезло с этим берегом. Есть еще одна мысль, которую трудно проглотить. В Британии археологи давно спорят, почему ранний мезолит представлен там так бедно, стоянок мало, находок мало, будто людей почти не было. Аллаби отвечает на это спокойно. Люди были, просто они жили не там, где мы копаем. Они жили в низинах, у рек и болот, где еды было больше всего. Эти низины сегодня под водой. То есть дыра в истории Британии, не дыра. Это просто территория, которую мы физически не можем открыть. Так что вопрос у меня к вам такой. Если бы вашу страну однажды пришлось оставить по частям, поколение за поколением, что вы забрали бы с собой? И что бы у вас точно не получилось унести? Напишите в комментариях. И подпишитесь, если досмотрели досюда. Таких затопленных стран на планете больше, чем суши, о которой пишут учебники. Я собираю их по одной.